Давно мы не говорили про Asus. Время пришло. Данная компания в 2017 году выпустила порядка 10 смартфонов, которые продаются в России. 6 из них — это семейство Zenfone 4 в разных итерациях. Если распределить модели от бюджетных к флагманским, то линейка выглядит так. Две модели Zenfone 4 Max 5,2 и 5,5 дюйма, а также Zenfone 4 Selfie, Selfie Pro, просто Zenfone 4 и Zenfone 4 Pro. Все смартфоны Zenfone 4 поколения оснащаются двойной камерой. Правда, у кого-то она спереди, у кого-то сзади. Но сегодня нас интересует самая сбалансированная модель по соотношению цена-качество. Просто Zenfone 4. Смартфон выглядит вполне достойно. Он полностью плоский, с алюминиевой рамой вокруг и стеклами горело глаз спереди и сзади. Лицевая панель выглядит немного приевшейся, сверху динамик, слева от него датчик освещенности и фронталка. Под экраном сенсорная кнопка со сканером отпечатка пальцев и две сенсорные клавиши по бокам. Сканер, кстати, очень быстро работает на уровне флагманов. На верхнем и нижнем торцах видны белые пластиковые разделители антенн, а по всему периметру есть фаска как спереди, так и сзади. А вот спинка смартфона выглядит очень неплохо. Аккуратные глазки двойной камеры не выпирают из корпуса, а от логотипа в центре расходятся фирменные лучики-блики. Как минимум интересно, как максимум даже симпатично. Но самое главное, что камера и вспышка не вырезаны в стекле, а находятся под ним. То есть по факту весь задник — это монолитное стекло. Вот это круто. Сверху лишь микрофон, слева гибридный лоток, SIM плюс microSD, либо две сим-карты. Разъем для наушников 3,5 мм переместили на нижний торец рядом с Type-C, микрофоном и динамиком. Ну и на правой грани находятся кнопки блокировки и регулировки громкости. Ощущается в руке смартфон лучше, чем выглядит. Правда, есть один минус – он скользкий. Именно для этого с телефоном идет прозрачный силиконовый чехол. Кроме того, в комплект положили гарнитуру Zen Air, зарядку и инструкции. Экран. Он хороший, но не флагманский. Диагональ 5,5 дюймов, матрица Super IPS+, это тот же IPS, но с повышенной яркостью. Здесь она составляет 600 кандел. Разрешение Full HD, цвета реалистичные, по углам обзора тоже все хорошо, да и калибровка очень неплохая. В настройках можно выбрать режим отображения, то есть по итогу к экрану нет никаких претензий. Избалованный качественной картинкой пользователей Zenfone 4 не удивит, так как здесь нет датчиков для анализа температуры света или каких-то других навороченных функций, но перед телефоном такая задача не стоит. Он не 90 тысяч стоит, это просто хороший дисплей без излишеств. В России официально продается только одна конфигурация, это Snapdragon 630, 8-ядерный 64-битный 14-нанометровый процессор с частотой 2,2 ГГц, плюс 4 ГБ оперативной памяти и 64 постоянной. Про производительность много говорить не будем, для повседневных задач ее хватает за глаза. Это, конечно, не пиксель по скорости, но тоже ничего. По части лагов скажу так, они есть, как и на любом смартфоне, но фризы и те же самые лаги случаются очень редко. Внутри Android 7.1 с фирменной оболочкой Zen UI 4, которая отчасти мультяшная, как и любая азиатская надстройка. Это, как говорится, на вкус и цвет. Радует, что Zen широко кастомизируется, так что настроить оболочку под себя можно, и это хорошо. Еще лучше, что уже в ближайшее время, а это декабрь, январь, телефон получит обновление до Android Oreo. Это всегда кстати. Автономность. Объем батареи в смартфоне составляет 3300 мАч, достаточно, чтобы хватало до конца рабочего дня. Переходим к оптике. Компания позиционирует Zenfone как камерафон и обещает особенно хорошие снимки ночью. В целом все это правда. Сзади установлено два модуля, так сказать, обычный, на 12 мегапикселей Sony IMX362 с большим размером пикселя 1,4 микрон и широкоугольный модуль на 8 мегапикселей OmniVision 8856 с размером пикселя 1,12 микрон. Первый модуль имеет диафрагму 1,8, что вкупе с 4-осевой оптической стабилизацией и большими пикселями дают таки возможность сделать очень неплохие снимки в темное время суток. Шумов немного, как могло бы быть, детализация на приличном уровне. У широкоформатного модуля угол обзора составляет 120 градусов, а диафрагма 2,2. Объектов в кадре умещается больше, но по краям чувствуется искажение перспективы и смазывание снимков, но это неизбежная составляющая такой оптики. При достаточном освещении камера показывает хорошие результаты. Натуральные цвета, детализация, все на уровне. В камере есть датчик цветокоррекции, да, это странно звучит, но называется он именно так. Сначала Zenfone фокусируется, фотографирует, а только потом обрабатывает. Фокусировка называется двухпиксельной фазовой, потому что используется по две точки фокусировки на каждый пиксель. За обработку фотографий отвечает отдельный сопроцессор Qualcomm Spectra 160 ISP, между прочим. Плюс есть еще один приятный момент. Можно делать снимки в формате RAW и после обрабатывать. Результат, конечно, получается потрясающий. Но и вы сами все видите. Видео можно писать 4К 30 FPS, Full HD 60 кадров в секунду, правда, без оптической стабилизации, только цифровая трехосевая. В настройках камеры есть ручной режим, есть авто, есть замедленная съемка, панорама и улучшение селфи. Фронталка на 8 мегапикселей, матрица
получается такая же, как у широкоугольного заднего модуля, только угол поменьше, 84 градуса. Никаких портретных режимов, как в Pixel или iPhone 10, разумеется, нет. Однако днем можно получить и без того неплохие снимки. Зато в темноте результат так себе, шумновато. В России на сайте Asus смартфон доступен в двух цветах: звездный черный, который больше похож на темно-синий, и лунный белый. Но в природе существует еще мятный зеленый. Белый и черные цвета вживую выглядят отлично. Лично мне больше нравится темная версия. Zenfone 4 официально стоит 33 тысячи рублей в единственной версии с 64 гигабайтами памяти. Какие итоги? В первую очередь, Zenfone 4 — это универсальная камера. Задняя камера за 33 тысячи рублей, в то время как остальные флагманы стоят под 60 тысяч, имея при этом примерно такую же камеру, ну и, конечно, более мощное железо. Так что, если вы игроман, то этот телефон не для вас. Но если вы любите фотографировать, нет, просто обожаете мобильную съемку, то Zenfone 4 — это очень и очень хороший вариант. Плюс, что там еще? Причем получить классный результат. После итога Qualcomm Spectre 100 флагман и имеют примерно такой же